Всем привет! И в первую очередь я очень сильно извиняюсь за свое столь долгое отсутствие на Ютубе. Почти там около месяца или полтора у меня не было мастер-классов вообще. Но если вы подписаны на меня в Инстаграм, то знаете, что у меня был сначала переезд, потом куча еще всяких дел. Далее у меня была своя свадьба, мини-свадьба, которая прошла неделю назад, и я посетила город Калининград в связи с таким событием. Вот, и сейчас я хочу предоставить вам мастер-класс по вот такому вот панно. Оно достаточно миниатюрное, и это волна. Я, так сказать, насытилась Балтийским морем, и очень сильно оно мне, конечно, понравилось, и все эти волны. И я бы думала, что вот такое вот панно волна, оно полностью отразит мое состояние и мою любовь к морю вообще и к воде. Также я на берегу насобирала палочек вот таких, и они совершенно другие, нежели собирать в лесу. Если вы собираете где-то на пляже, да, то вы знаете, что такие палочки, они уже как бы омыты морем, водой, и они как-то вот по структуре даже отличаются. И, в общем, я решила, что на палочке, которую я нашла на берегу Балтийского моря, я сооружу вот такое вот панно волна. Это панно может просто напоминать вам об этом событии. Я вообще решила, что, по-моему, для меня макраме теперь это просто рисование узлами, как я ранее и говорила в своих, на своем курсе и в своих видео отдельных. Но я не буду долго задерживать, такая прелюдия долгая. С чего я плела? Я взяла обычный хлопковый шнур 3 мм цвета джинс и вот такой же голубой. Палочку основу, любую, да, и, получается, нарезала отрезки. Это будет дальше картинкой представлено, сколько чего я отрезала. Какие узлы здесь используются? Обычный квадратный левосторонний и репсовый узел. Если не умеете плести, то я там прям со словами, с объяснением все покажу. Это видео со звуком. Не просто я плету, а еще и рассказываю, что, куда и почему. Вот, я надеюсь, что этим видео я начну опять свою череду мастер-классов. И я очень рада, что вы оставались со мной, и давайте будем плести. В конце, наверное, я ставлю ставку с моря, и вы посмотрите и насытитесь им, как и я. И для начала мы закрепляем нашу палочку основу где-либо, где вам удобно, можно это и на столе сделать, но на стене более наглядно. И я буду надевать сначала отрезки темного цвета лицевым креплением. Сейчас покажу, как это. Я складываю отрезок напополам, свожу вот здесь концы, и в начале вот эта петелька, я складываю ее на палочку и продеваю через палочку, вот здесь вот петля остается, и вдеваю 2 нити. Соответственно, получается лицевое крепление с перемычкой в нашу сторону. Изнаночное крепление — это когда перемычка у нас на другую сторону, то есть она нам не видна. А лицевое — это именно так вот продеваю, то есть от себя, от лица, и в петлю продевая, подтягиваем. Итак, я надену все отрезки, сначала свои темные, потом светлые. У меня надето 14 отрезков. Обязательно проверьте.
чтобы 14 их было. И сейчас, когда мы надели, мы с вами начнем плести квадратный обычный узел, самый базовый в макраме. Если вы знаете, как он плетется, то очень здорово, вам легко дастся это панно. Если не знаете, то смотрите, мы берем сначала наши 2 первых узла, из него выходят 4 нити. Выходят 4 нити, и у нас задействованы в работе будут боковые нити. Крайняя левая, крайняя правая. То, что по центру, мы будем оплетать. И сначала мы берем крайнюю левую и складываем ее вот такой вот дугой поверх 2 нитей, а крайнюю правую мы кладем поверх, получается, всех нитей и в особенности левой. Получается такой крестик. И сейчас через низ, через 2 нити в ту дугу, которую мы делали сначала, мы продеваем. Вот, и как бы, видите, оплели наши 2 нити и подтягиваем. Это было начало нашего узла, а сейчас нужно все повторить в другую сторону. Мы кладем сначала правую нить поверх остальных, создавая дугу, левую нить кладем поверх всех, да, создаем здесь крестик, и сейчас через низ левую нить в дугу продеваем. И у нас должен получиться с вами вот такой вот язычок, у которого перемычка будет расположена слева, потому что мы начинали, сначала делали левую дугу. Это у нас левосторонний квадратный узел. Точно так же, если вы будете сначала начинать вправо дугу делать, а потом влево, то у вас будет он правосторонний. И давайте еще раз. Мы должны будем сделать вот эту первую линию всю с вами из таких вот левосторонних узлов. Сначала дуга, потом нить поверх, через низ в дугу. Дуга теперь у нас получается справа, да? Нить слева и через низ в дугу прошли. Вот получился второй узелок. И далее идем точно так же. Дуга слева, поверх, через низ. Дуга справа и сюда. Дуга. Вот мы с вами прошли первый ряд. Сейчас будем делать второй ряд. Он будет точно такой же, но соединение у нас начнется вот из первого узла берем 2 нити, из второго берем 2 нити. То есть соединяем их между собой, а эти 2 нити пойдут уже к третьему ряду. И все то же самое. Узлов у нас получилось сколько в первом ряду? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 узлов. Вот. Будьте внимательны. Делаем то же самое, подтягиваем поближе, но можно и подальше. Если вы опытные, вы знаете, как вам будет лучше, как вам больше нравится, то можете по-своему как-то делать. Если вы новичок, то лучше подтягивайте поближе, тогда полотно будет таким, как это сказать, цельным, да? Так, и плетем. Надеюсь, что у вас получилось сделать квадратный узел, и вы сейчас его делаете легко и просто уже. Он очень быстро осваивается, и им можно сплести просто очень много различных панно, зная только один квадратный узел, левосторонний или правосторонний. Тут уже как вам удобно. Здесь у меня идет с другим цветом переплетение, но ничего страшного в этом нет, даже красиво.
После второго ряда мы переходим к третьему ряду. Итак, я думаю, 9 рядов мы с вами точно должны провязать, проплести. Теперь, когда мы с вами провязали 9 рядов, то мы будем создавать волну. И что мы для этого сделаем? Вот у меня отделена вот эта вот темная часть. И сейчас мы будем сводить такой треугольник узлами, чтобы наша волна как бы начиналась. Я беру, вот начну с этого края, мои темные нити, беру 2 и 2 с другого узла, вот так вот, и буду здесь сделаю квадратный узел. Дальше беру следующие. Почему начинаю с этого боку? Чтобы было как бы понятнее и яснее. Делаю опять же квадратные узлы. И таких нужно будет сделать как бы по треугольничку вниз, пока у нас не дойдет до одного узелка. Так, теперь идем еще раз в эту сторону, вот в эту. И дойдем опять до как бы краюшки. Вот этот будет последний, то есть 3 узла я сделала сейчас. Так, сейчас вот здесь опять начну и 2 узла сделаю. Вот. И еще здесь можно сделать раз, 2. И последний узелок здесь будет 1. Вот, и как вы могли заметить, видите, такой скос идет, как бы вот треугольник создали. Сначала мы с вами проделали 3 узла, потом еще 3 узла, 2, 2 и последний 1. Со стороны светлых нитей мы проделаем 3, 3 и 2 узла. То есть также пойдем в бок, но так как у нас здесь волна будет репсовым узлом сделана, то не будем как бы доплетать весь, вы потом поймете почему. Но делаем вот. Берем светлые, да, у нас здесь 3, проделаем именно светлыми. Как плетем репсовый узел и как создаем как бы вот это вот очертание. Я беру сейчас самую крайнюю нить, вот эту синюю, темно-синюю, и я ее как бы вот так вот прикладываю, да, и она у меня будет ведущей. Я ее буду оплетать всеми остальными нитями. То есть вы даже можете, ну как бы ее как-то зафиксировать, чтобы для начала понимать, как это, если вы не знакомы совсем с репсовыми узлами. Но вот я вот так вот ее, наверное, положу. И смотрите, я беру следующую за ней нить. Так. И сейчас я просто, получается, создаю вот такую вот, сейчас создаю вот такую вот лодочку, я это называю. Вот так вот кладу на нее, да, кладете и продеваю в эту лодочку нить, которую взяла как бы следующую. И начинаю вот так вот затягивать. Видите? Сейчас опять, это 1 раз было, нужно 2 раза создать такую лодочку на каждую нить. Создаю опять вот так вот лодочку и вот сюда протягиваю, подтягиваю. Смотрите, как она должна затянуться. То есть должны получиться 2 таких бочоночка. Я сейчас приближу. Вот, видите?
Если мы возьмем следующую нить, мы должны будем также 2 раза на нее намотать. То есть создаем лодочку на нить эту и продеваем первый бочоночек и второй раз создаем, придерживаем. Вот, во второй раз у нас идет как бы закрепление, и мы подтягиваем. И все остальные нити по такому же принципу мы надеваем, наматываем по 2 раза. Это у нас будет репсовый горизонтальный узел. Когда закончили с темно-синими, то вот здесь вот мы доведем вот до этой нашей нити. То есть голубыми мы проделаем 1, 2, 3, 4. Проделаем еще такие же репсовые узлы. Вот так вот. И сейчас мы, когда дошли, то мы повернем нашу ведущую нить и пойдем как бы назад влево, чтобы создать волну. И это должен быть такой очень резкий переход, то есть у нас будет резкая такая динамика нити, чтобы мы смогли показать, что это у нас правда волна, а не какой-нибудь просто пирожок. Я ведущую нить направляю влево, беру следующую за ней нить и кладу на нее, создавая лодочку. Теперь продеваю. И вот у нас первый, получился намотка. И еще раз вторая. Вот, когда я говорю, что нам нужно сделать такой четкий волнистый переход, это значит, нужно нам все-таки как бы такую вот дугу резкую произвести и затягивать нить по этому на репсовом узле. То есть вот так. 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 И сейчас уже немножко послабже можно. Берем нить темного цвета уже. И заводим. Вот у меня уже третья нить темного цвета. Вот. Видим, так у нас волна получилась четче. И я думаю, что можно остановиться на 3. Либо давайте вот еще 4-ю темную проведем.
И все. Сейчас нам нужно этот край, да, заполнить квадратными узлами, и чтобы потом провести окончательный уже вот изгиб, как бы мой, чтобы волна закончилась. Что мы тут с вами сделаем? Начнем с квадратных узлов. Надеюсь, вы не забыли, как они плетутся. Тут соединяем, да? 2 берем оттуда, 2 отсюда. С волной работаем уже. Теперь с края я беру вот так. И все, что остается, это направить нашу ведущую нить направо и проплести репсовым узлом все оставшиеся вот эти вот, получается, 8 нитей. Ведущая нить направлена, складываю лодочку и продеваю. Так, продеваю. И все по порядку. На этом наша с вами волна готова. Все, что остается, это подрезать концы. Либо вы можете придумать, возможно, какие-то здесь еще волны свои, репсовым узлом провести также, либо квадратным. И на концах можете не просто их так оставить, сделать какие-либо узелки. У меня есть курс по макраме, и там представлены различные узлы, которыми можно декорировать. Вот, например, один из таких просто затягивается. Или же, если у вас это был хлопковый шпагат, то вы можете просто расчесать, да, и у вас будет бахрома какая-либо. Надеюсь, что вы справились, вам понравился данный мастер-класс. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, буду очень рада. И всего вам доброго. Всем море, 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 море.